Сразу подожжем или погодя? Не можешь поджигать, почему? Надо первым делом здесь поджечь и здесь. Хорошо. Давай, мы вот этот вот шедевр. Ты шо, ветер, это естественная тяга. Сегодня будет, ребята, готовить не мы с Маратом, а природа, мама. Да. И рукоблудие Славика, нашего известного человека в Одессе. Угу. Гончар. Ты шо, оператор? Смотри. Ты что она делаешь? Доброго ранку, мы из Украины. Назевалась? Да, Сережа. Я думал, ты сейчас мой телефон вот это вот перекусишь, елки-палки. Не переживай. Иди позевай и вернись, все нормально. Я тут, рядом Все, с слава тобой. богу. Друзья, Всё в всем привет, с вами Детский Репофан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Марат. Что-то, Шалом. да по-мароккански скажи что-то. А я не знаю. Чульджибыль, У меня чульджибыль. очень много марокканских знакомых евреев в Израиле. Ну так позвони, спроси, как будет доброе утро на мароккански. Ребята, сегодня будет рецепт чисто из Марокко. Елки ты палки. Руками Я думаю, что не из Марокко. Одессы мамы. Марокко, да. А вот это шедевр такой. Славик, спасибо огромное. Ребята, уже многие с ним знакомы. Слава, ты творишь чудеса. Елки-палки. Смотри, короче, Там это водичка. по рекомендации Славика. Сразу объясню в двух словах. Короче, это чистой воды запеченная глина. Есть у него глянцевые. Но он говорит, что глянец не так готовит. Знаешь, когда внутри там этим делают... Технология, короче, там высокотемпературная называется. Это же чистой воды натурал. И перед приготовлением Надо Первый раз. вскипятить. тепленькой водичкой, да, говорит, подержи его там. Новенькая, еще не готовили. Просто подержать водичку. Да просто теплая водичка, чтобы он, температуру приобрел. Потому что глина боится перепада. А мы сегодня будем готовить аккуратно, ювелирно, подожди, чуть не забыл. Аж 2 раза дрынкнуло. Ребята, мы начинаем готовить марокканское блюдо на еврейский лад. Потому что что? Потому что там будет курочка. По-любому, куда же без нее. Марат, Гомилки? покажи. Да. Гомылок хватит на всех. О, в кулечке. Ну как на привозе завернули, так Марат и принес. Типа, Марат, а ты понабирал. Да надо было побольше взять, Маратик. Ты. Я просто не очень помнил размер тажина. Не, как Ты раз не, я на взял вовремя. ты не на тажин смотри, а смотри Вовремя. на оператора. Она уже здесь еле лавирует между мангалом, елки-палки. Так, прекрати Ты ж- обманывать людей. Да не, ну пусть думают, что они Ты себе хочешь, думают. чтобы все думали, что у тебя страшная, жирная, ворчливая, так? Короче, ладно. Бог с тобой. Да надо, чтобы у людей фантазия играла по поводу тебя, правильно? Дубль первый, кадр первый, камера, мотор. Ребята, фантазируйте, не стесняйтесь. Я сам так делал, пока оператора не встретил. А потом все, накрылись мои фантазии. Иногда надо. Ну, я жду, когда она уснет, и начинаю фантазировать. Куда же без этого? Короче, Марат, что мы делаем? Давай первым делом там сегодня будем готовить лимоны. В 3 словах расскажи, что это будет за курица, какие там будут Это не специи. получится в 3 словах, я Ну, в расскажу. 4, подожди, не все дождутся конца финиша, а уже Ребята, хотят в любой приготовить. марокканской семье, а особенно в Израиле, всегда Много детей? в холодильнике, много. Всегда в холодильнике стоят соленые маринованные лимоны. Соленые, маринованные? Соленые маринованные. Мы сегодня сделаем ускоренный вариант, а вообще это делается так, кому интересно. Нарезаются лимоны на четверти, закладываются в баночку, туда бросается соль, и это стоит сутки в тепле, ну, при комнатной температуре, и потом минимум неделю в холодильнике. И что с этим делать? Едят. Просто? Просто Культура едят. традиции поедания То есть, еды чтобы вот ты не такая. ел, ты берешь Есть этот еще лимон? один вариант. Нарезаются полукольцами тонко. Есть такая штука мариса. Это острая аджика марокканская. И вместе с солью и засыпаются тоже в баночку. Мы сегодня, я вам покажу просто ускоренный вариант, как сделать плюс-минус такой лимон, потому что этот лимон нам пригодится сегодня в этом прекрасном блюде. Мы его будем варить. На эти 3 лимона мы положим ложку полную соли в водичку. Водичка минимум, вот чтобы покрывала просто лимоны. Хорошо, давай И чайную ложечку сахара. договорились, родненькие. Кто-то кладет сахар, кто-то не кладет сахар. В лимоне Ножик. вообще очень много сахара в самом по себе. Марат, это подают как добавочное это что-то? едят вообще совсем, как вот ты кушаешь что-то там, какое-то маринованное, там, допустим, огурец, помидор. Ага. Вот так они едят совсем этот лимон. Эти лимоны. Это как в Турции, любая еда, даже десерт Лук. не проходит. Да лук, понятное дело, маринованный перчик.
перчик разный маринованный, острый, да, слабенький, но маринованный. Во Как в всех Греции семьях- оливки, конечно Во же. всех семьях стоит вот этот маринованный лимон. Причем соленый. Хотя бы банана. Хай буя. Извращенцы. Это нам не надо. Ты, как это, если ты не в курсе событий, ну то хотя бы соблюдай традиции японские. Так всегда делают. Сереженька, Не, меня не слушай. надо сейчас лапать, как будто бы ты извиняешься. Ну, Слушай, стой, что мне издеваться, изменяться? стой За что? спокойно. Мне сейчас послышалось? Вот это. Само вырвалось, знаешь, когда... У нас чабаны все так делают. Жуть с голосом. Это не восстанавливается Я же. когда в руки беру этот нож, Балдеете? я в натуре не хочется говорить по-японски. А я что думаешь, выдумываю, А вы когда... умеете, Марат? Действительно. Нет, папа мой очень хорошо знал японский язык. Серьезно? Он 7 лет проработал на таможне с Японией. На Ёшкин на ты границе, кот. Да. Сколько папа языков знал? Ну, я не знаю, но играл на 7 инструментах, не зная ни одной ноты. Обалдеть. Самоучка. Абсолютно. Как я прямо. Играл А на ты? слух. Только на нервах умеешь играть. Ну так это тоже искусство. А вы Все, играете? Марат, я как достану. На нервах. Тоже. Это мы с Маратом умеем. Как достану нам японские ножи, будем только японскими работать 2 видео подряд, понял? Все, Хорошо. потом опять спрячу. Что? Ложку полную соли. На глаз это выглядит вот так вот. И чуть-чуть. И маленькую чайную ложечку сахара. Тоже на глаз. Это вот так вот на 3 пальца. Хлобысь. Все. Теперь заливаем водичкой? Заливай водой, вот буквально по уровень, не больше. Хорошо. Слушай, давай дома такие тоже делаем маринованные Сейчас лимоны. ты попробуешь, тебе понравится. Но если ты Но лучше... если ты в душе марокканка, э, тогда мы будем есть эти лимоны. Шо? вот этой маринованной, которые в баночках на сухую, ни капли воды, ничего. Просто вот соль и лимон. Пересыпать и оставить? И оставить. Я могу поджигать? Да? Все, теперь поджигай здесь. Поджигай везде, Сергей. Сабер. Ты молодец. О, ребята, короче, многие, после того, как мы, получается, познакомились со Славиком, уже многие заимели себе и турочки, и вот эти вот печки. На этой печке лично я умудрялся. Жарить картошку. Да не только. После картошки мы еще там 3 раза кофе на ней готовили. Короче, на одной маленькой закладке 4 турочки можно кофе сварить. Шмяк, 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 не подбрасывая. Сегодня посмотрим, сколько у нас пойдет угля на приготовление курицы в тажине. Вещь очень удобная. А Славик мне говорит, слышишь, мадам заказала то ли в Германию, то ли куда, 2 печки себе. Потом перезванивает после очередного видео в Инстаграме. Говорит, Славичек, не надо, мне нужна только 1 печечка. А он говорит, а что случилось? Она сильно дымит. Мадам, специально для вас говорю, я туда палочку, веточку кинул. Ну, красиво так настройки, дерево, дым идет туда-сюда. Она вообще не дымит, потому что уголь. По поводу того, что можно ли готовить дома на кухне, я думаю, что можно с открытым окном. Правильно? Абсолютно. Ну да. На балконе, на кухне. Чистое здоровье. А кофе какой с него вкусный получается. Так угостил бы сначала кофе. Ребят, вот эта штука, вот У тебя вон чашка стоит. Не стыдно? Ты, ну что ты, как это? Тоже с кофемашины. А, то не то, то о другом. Что? вот эта штука закипит 15-20 минут, не больше. Кипеть должна? Да. Вот закипело 15 минут, А да? потом остудить? Остудить. Прям лимонное варенье какое-то получится. Типа того. Соленое. На здоровье. На здоровье забегайте. Известный деда Леня. А что ты в гамбринусе? На гармошке или на аккордеоне? На аккордеоне проиграл, да. Легенда. Очень много лет. Да. И у нас тут тоже играл. А сейчас заходит, каждый день гуляет. Заходит, пообедал, пошел дальше. Здоровье только таким людям. А Да. скажите, тут дедушка выходил, Да, Да. Был, как это в называется? больнице был. А что у него было? Инсульт был. Да, инсульт был. Был инсульт, стало плохо на остановке, вызвали скорую в еврейской. Пришел, да, молодец. Тоже он заходит каждый день. А то мы аж переживать начали. Что? Ссылковый палец чистый. А что тебе? Поковырять надо где-то?
Наоборот, повытирать. Нет, как раньше делали. А откуда ветер? Да. Оттуда ветер, Со спины. соответственно, дырочка и сюда. Это я в том плане, что естественная тяга, я когда говорил, что будет твердо сегодня готовить. Ветер задувает, смотри, он уже трещит, только поджег. А палец при чем? Ты можешь мне рассказать? Я вот не знаю вот этого. Вот. Фу, на каком балконе ты выросла? И что? Откуда ветер? А вот теперь ты чувствуешь? Дурочка, это не по локоть же, елки ты палки. И что Ты что всосала? Ну чувствуешь, откуда прохладнее? Что? На, мой чмокни. Она когда палец пробует, ветер пропадает. Может, у тебя рот сухой, да, я тебя наслюнявлю? Сережа, спасибо. Жаль свои угли. О, аж птицы запели. Елки ты палки, Изя, Лучик, молодцы. Любчики. Катюня, что-то на тебя и ветер, и птицы реагируют странно. Ой, да, Сережа, главное, сегодня- чтобы ты на меня правильно ты сегодня душ реагировала. А принимала? остальное то такое. Принимала. Слава А Богу. что? Ну, думаю, что... Че птицы петь перестают? Марат, О, Марат. скажите уже ему что-нибудь. Созрели вишни в саду дяди Вани. Тебе лучше сегодня А не петь, у вместо тебя вишен голоса нету. теперь веселый смех. Или наоборот, что-нибудь такое спой, романтическое. Прибыла в Одессу банда из Амура. Жулики, бандиты, шулера. Эй! Банда занималась темными делами, и за ней следила губчика. Тишина начинает, только ветер воет, а в развале собрался совет. Это хулиганы, злые уркаганы, собирали срочный комитет. Не, я хочу себе тоже японский нож. Что ты там снимаешь, оператор? Смотри, что делает этот ёшкин ты кот. Нож просто фантастика. Фантастиш, дастиш, фантастиш. Четверть кольца, ребята. Маратик, смотри, последовательность. Мы сейчас сразу все в тажин Не-не-не-не. закладем, покладем, Сначала- положим. Сначала мы обработаем лучок, как я люблю. И так делают, кстати, марокканцы. Прямо в тажине, не на сковородке. В тажине, да. Короче, это тажин наш одесский, потому что тажин, тот, который марокканский, у него вот такая вот, Он чуть выше. вот такой фигвамчик у него повыше, да. Попроси Славика, он тебе и повыше Да Славик сделает. такой Есть у исполняет, него что и такие. обалдеть, елки-палки. Ребята, тем, кому вдруг понравится, что мы сегодня делаем, так вот вам инстаграм Керамушка, там посмотрите, что Славик делает. Скажи, а в такой вот кринке можно делать топленое Катя, молоко? я тебя прошу, если я даю визитку, хочу, чтобы люди ее Я увидели, налила. Ой, получила по голове. Рында, елки-палки, да? Покажи людям номер телефона, может кому пригодится. А так как ты дергаешь, снимаешь, Марат, Давид сегодня выходной? Да. Набей его, пусть придет. Может, ты Он- и жить с Давидом будешь? Сережка. После съемок, да? Давай, маринуй. Нам надо. С удовольствием. Нам надо, Мараджан. Острое блюдо. Вообще, как бы любят Марокко, Марокко острую. остренькое. Мы сделаем так, чтобы пикантно было. Хорошо, А я сейчас пересыплю. Что? делайте. Ай, красавчик. Да, я такой. Я умею разжигать. Я вообще-то про нашего Изи. А я про тот, который поет. а я про тот костер. Сегодня, короче, просто именно все лучшие люди Одессы собрались. Хвали меня, мой род, хвали. Марат, Джан, иди рассказывай, что будем как мариновать. Потому что я умею, но лучше давай У вас как... тут лимоны закипели? Лучше давай как в Марокко. Все нормально, у нас уже время засек. Стой, подожди, не торопись, покажи же людям, елки-палки. Что вы такие ляжки, не обязательно с Марокко, но обязательно, чтобы были из Одессы. В нашем случае с привоза, конечно же. У вас курица Давай, вкусная в Израиле? соли. Курица вкусная в Израиле. Да. Та, которая не кошерная. Ну, красноватая, да? Ты же за нее говорил? Не. Нет? Ты говорил за какое-то мясо, которое красное. Соль. Соль красная? Нет, соль белая. А, ты про маринад?
марокканская, именно у нас получилось, видите, марокканская паприка копченая. Ты по мне сейчас скажешь что угодно, я скажу да. Да, марокканская. Еще ж надо уметь Люди, учить. которые в Израиле, прочитают. Так в Израиле и так знают, как марокканскую курицу готовить. 100%. Ребята, специально для вас, Паприка. для марокканцев с Израиля. Что дальше? Вот у нас тут есть ура в Иерушалме. Ребят, я понимаю, что не у всех. Что вы там такое Короче, сказали? специи для курицы, он говорит. Только это и Иерушалме с Израиля. Вашу, которую вы любите для куриц, курочки. Потом вернешь что обратно. Это все пойдет Все, положено. все. Поперчи. Ёшкин кот, как оно пахнет. Нет, ты сам поперчи, потому что у меня уже руки. Я, ну, гамарджоба. Хочешь, я подержу, ты покрути, что угодно сделай. Давай я покручу. Не, ты лучше снимай, ну его в баню. Боишься? А то ты сейчас наготовишь так, что потом нас марокканцы засмеют. Ой-ой-ой, да. И Ай-яй-яй. Перец внутри этого перца в ассортименте. 3 вида разных. Белый, черный, зеленый, красный. А это уже 4. Что-то там где-то я обманул. Что? Как все? Подожди, имбирь, чили, шмили. Это не сюда. Масло оливковое. Немножко каплю масла оливкового. Тоже с Израиля, покажи. Сейчас покажу. Эх ты. израсходовал все. Это все то, что это Давид принес из храма. Правильно? И с монастыря. С монастыря. У меня есть еще бутылочка. Отольешь. Последняя отолью. Хорошо. А с другой стороны, Давид же вот скоро поедет. А потом вернется. А он на наш день рождения с Маратом вернется. Я уже теперь уже знаю, что нам подарит. Масло. Одну тебе, другую Марату. Вот не одну нам, потому что у Марата уже еще есть. Так, что еще? Ни зира, там ничего, осталось Да, что? пойдет все в лук. Хорошо. Кадр второй, дубль первый. Камера, мотор. А потому что... Прямо киностудию тебе режиссер, надо. слышите? Потому что... У них есть, это специальная профессия есть, кто вот так Ну, делает. конечно. Димон, родненький, как вот ты мне вот эту вот штуку подарил? А не сказал, как эта профессия называется? Хлопальщик? Нет, А? Дублист? люди напишут нам. Ребята, сделайте доброе дело. Так, короче, что водичка тепленькая слили. Полчаса 20 минут для того, чтобы не было у нас дикого перепада, правильно? Все, я ставлю? Как будто бы ты зимой готовишь. Слушай, Или это тонкая? это очень... Более первый раз мы ее используем. Не в этом дело, ребята, гончарство очень-очень тонкое дело. Мы были у Славика в гостях на день рождения, он показал, рассказал, все настолько деталей имеет. Здрасте, судя по улыбке к нам, ребята, заходите аккуратненько. Ты шо? Это, наверное, те люди, которые звонили и Да ты сказали, шо? что им надо обязательно к тебе попасть. Здрасте, Киев. Здравствуйте. Конечно. Родненький, салют. С приездом. О, мужик какой, ты что? Здрасте, 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 салют. Серега, Дима, очень приятно, приятно. очень. Как тебя, богатырь, зовут? Да. Как? Федя. Федя, дуже приємно. Мадам, супруга. здрасте. Что? Ну что ж, мы не с пустыми руками. Да Вы ладно, говорили а ну-ка. недавно, что любой, если есть рис, привозите. А так как вы специализируетесь в Марат! последнее время на том, на чем и я специализируюсь, я 17 лет готовлю плов по-фергански. Ну и всегда наблюдаю, когда Это вы. дезера должна быть. Да. Ёшкин ты кот. Я уже понял. Хотел еще хлопковое Катя, масло. иди Ой, сюда. какая Посмотрите, дезера. это чисто с Ой, от Марат. узбеков. Именно Блин. оригинал. Она даже, знаете, грязненькая такая, ее Не, надо всё- хорошо всё промыть. как должно быть. да. Она должна быть вот Он прям даже хозяйственная. на ощущение грубоват, не как обыкновенный рис. Очень А? Какая А, дезера. хотели Килограмма 4? хлопковое масло, ровно 4. Хотели Тю. хлопковое масло, ну, уже вот как война началась, вот у меня остатки было, но полбутылки же не привезли. Не надо, не надо. У нас на привозе есть. Есть, да? Да, ну там, Вот, там тогда зигер они уже продают, оно уже смешано. А это именно честно чисто, говоря, чисто хлопковое? Я Там знаю. смесь. Зигер, вот у меня супруга, когда я зигером готовлю, не очень. Не у очень, меня да? у меня 3 детей, 2 сейчас старших в Закарпатье, а мы с младшеньким сюда приехали. И вот половина семьи любит зигером, половина не. У нее же такой, ну, Есть. запах Ну такой, есть, как да. технический такой немного, как они у меня. Там все ждут контакта Блин, Зигера, Марис, слышите? ребята. Мы пойдем на привоз и добудем этот контакт, не переживай. Блин, хочется Я просто понимал, целовать что Марат этот и рис. Сережа- Я буду рисик твой целовать. Ох ты что. Это красота. Благодарочка огромная. Огромное Федя, спасибо. И вам Всё. Твой спасибо, папа? что вы есть Следующий такие. ферганский плов. красавчик. Да. Я, знаете, вот вспомнил, когда началась полномасштабная 24 февраля, и когда, знаете, эти мысли нельзя было вообще собрать в кучу. И Да.
ничего, не смотреть, не читать. Вот ты что-то начинаешь читать, у тебя мысли об одном. Что-то смотреть начинаешь, не это. Единственный у меня психиатр был, это Липован. Я все старые видео поднимал. Ребята, спасибо. Вот Нас, единственное видео, которое я очень мог приятно. нас тоже сбросило с седла там на 2-3 дня, но я понял, ну что делать, надо топить дальше и Конечно, как это, это. чтобы И, топили, и все это- будет добре, да. Вот так вот люди приходят и говорят, Серега, благодаря тебе вот там вот определенную часть жизни, короче, прожили, и как будто бы ничего Как и... для некоторых Арестович был, так для А нас. так мне так и пишут, короче. Да. Ты- Опа. на счастье. Славик, Перегрели. да, а мы заговорились. Это из-за меня. Мы заговорились, все нормально. Ты что? Не, а красиво как было? Глиняный, да? Это он глиняный, мы сейчас должны были в нем готовить. Надо было масло налить, а мы... Ну да. Главное, Зато что у не нас есть рис. водичку сделали. Друзья, от всей души и с хорошим настроением для вас. Короче, в следующий раз я должен буду за глиняным горшком. Нет, сейчас будем сделаем клеить. всё красиво, по-другому тоже не Хорошо. Все, Миланя, Миланя доброго проснулась. ранку. Короче, Славик, ты видел? Короче, надо срочно днище, понял? Крышка осталась. Марат, а если мы в крышке приготовим вот так вот? А? А чем накрыть? Да я шучу. Не, давай что-то делать, потому что... Сейчас мы все придумаем. Эх, ты что? Ну ничего. А так все Сковородка получилось, есть? ты видишь? Да сейчас пожарим, конечно, все будет нормально. Так, у тебя лимон не пора выключать? Да, Вырубаем. да. И оставляем вот так прямо в этой водичке, которая... Ага. Все как есть, ребята, по-живому, никакого монтажа, все вот так вот, потому что это надо было сразу масочка, лучок и аккуратненько уже готовить. Тажинчик, ты понял? Кого? Слышишь, в коллекцию пойдет. Ну, мне только работы Славика жалко. Славик, Ты же родненький, блин. трудился, а мы- Да я его склею и будет на память. Что, и цветы туда посадим. Правильно, да. Лаванду. Смотри, первый тажин, какой хороший. Так, все, это вот есть. А ну выруби, дай почесаться, что-то надо делать. Оператор. Да, Сереж. Короче, выход есть, все нормально. Смотри, у нас появился теперь свой тажин. А? Даже крышка подходит. Ты что, Один в один. оригинал. Что, Марат, кидаем, да? Вот сюда, на печку. Давай. Стой, сейчас там будем жарить. Поставь ровненько, у тебя криво. Да все Может, нормально, сейчас это же неважно. угли, елки-ты-палки, да. Сережа, ну ты же знаешь, что я педант. Может, эту дощечку надо положить? Катюша, железную? все будет нормально, сейчас угольки прогорят, и оно сядет на свою корону. Все будет хорошо. Еще раз говорю, посуда это хорошая, но Нефиг болтать. нефиг болтать. Наконец-то, Да. хоть ты Или уже же сразу же, как я уяснил. говорил Марату, нагрузить ее полностью всем и в духовочку загнать. Вот только когда мы у Славика были в гостях, мы приходим, Славик открывает печку, вот это на дне рождения, и у него 4 разные посудины. Марат! Он, Я это видел, было я такое Такая вкусное, что не вкуснятина, передать. просто невозможно. Перцы фаршированные приготовим, да? Курицу с яблоками приготовим. Свинина у Ребрышки. него была непонятно с чем, но это было очень вкусно. И картошка с мясом перемешанная. Это было баранину тоже надо вкусно. обязательно. А и нужен 5-й глечик. Хорошо. По-моему, Шо? нам уже печка Масло? такая скоро пригодится, Сережа. А, сейчас еще и... Какая? Вот такая, как у У Славика. Славика? А я не помню, как она называлась, но она вся потресканная. Там Она такая вся из температура. Да-да-да. Вся из глины. Вот Немножко, если бы да? вы налили туда вот сразу же маслечко, а потом бы уже на свой рис накинулись, тогда Шо-шо? бы он не треснул. Ты такая грамотная, молодец. Хоть кому-то в Одессе повезло с такой невестой. Да. Да. Невесты. Тюльпан. Смотри. Эй, ты, друзья, что ты тут ходишь? Убежал. А он пришел банкет заказывать. Ничего Это себе. же алюминий. Он быстро нагревается. Какая разница, что? Хоть чугуни, елки-палки. Там на такой печке ты можешь что угодно делать. Но с маслом. Понимаешь? Славик, Я думаю, что если вы в бы мы... следующий раз, когда им будете тажин давать инструкцию, выпишите, как им пользоваться. Да я знал, никто же не меньше знал, что одного просто Да меньше елки-палки. болтать надо своими языками. Слава, меняю тажин на 2 килограмма ферганского. На, сделай красиво. Ты так держишь, а я должен сейчас вот так вот сею посеваю. Счастья, радости желаю. О, вот это уже пахнет марокканской едой. Ты что, много лука и мама дорогая. Все вместе тут собрались. О, сейчас будет, сейчас будет. Сейчас я Инстаграм дам. А что, ты не давала еще? Нет. Ну так дай, не жадничай. Слышишь? Ну,
Ты видел, что он готовит вообще без дыма? Но мне нравится, чтобы дымело. Берешь просто палочки вот эти вот маленькие. Ну это же какое-то искусство. А мне он ёлки-палки. говорит, Марат, а мне он говорит, зачем тебе печка в доме, стеклышко, огонь, вот зачем тебе? Так вот у тебя есть. Поставила себе, хочешь дым, хочешь без дыма. А я хочу. Камин Вари. это другое. Камин. Ну сейчас же ж не камины, сейчас есть вот такие железные, красивые, знаете, как вот. Катя, есть такие декоративные в электричество. У меня включаешь. есть декоративный, Марат, спасибо Я тебе вам с большое. Израиля привезу. У нас дома стоит, о, Марат. А вам зачем в Израиле камин? Для красоты, Сережа. Чего, люди ёлки-палки? любуются этим. Холодные зимние ночи. Я думал, что этот... Люди греются им. А что, бывает аномальный холод у них там? Не, камин это когда треск, вот это ты слышишь, вот от настоящего дерева. Так я же об этом же и Камин говорю. это когда ты выходишь во двор, берешь топор, наколол дровишек, взял аккуратненько, зашел, матюкнулся 2 раза, потому что споткнулся и уронил туда. Думаешь, ах ты елки, ну это же приятно. Подошел, подсунул. Катюня, все для тебя. Камин экономный, мобильный, дым идет, шкварчит огонь. Ну, в Ну этом самое тоже что-то настоящее. есть, конечно же, конечно. Ты вообще просто бесподобие какое-то. С собой в машину кинул, да? Щепотку, я не знаю, там. А я просто Хочешь, буду хочешь У качаться. тебя для машины уже есть все. И вот эта штука, и маленький гриль. Осталось поехать в Вилково. На Дикие Катенька, острова. поехали? Маратик, Поехали. А что ты? Тебе не понравилось? А ты можешь еще как еврей сделать? Пожалуйста. Пожалуйста. Как это, как кот этот. Как берете 3 няньки как бедный мне еврей. на каждого ребенка. И не вопрос, едем в Вилково. Ну вот, раз нянька, 2 Трёх лет- нянька, да, жена, ага, 3 да вам нянька. каждому по няньке надо представить. Издевается над нами, Серег. Нет, Любчики мои. Чего, Вилково? Вилково, да. На 2 дня. На 2 дня, Маратик. На 2 дня. Пожалуйста. Ты Я уедешь же вам от говорю, меня. 3 нянечки. Иначе мы вдвоем уедем. Ой, Да. куда он поедет вдвоем? Не шукай мене. А я на море. Там в Вилково тоже есть море. Не шукай мене. Валим. А мы на море. Так, что, замариновалась, а? Лук остался, тажин туда-сюда. Что ты, я могу по-мароккански немножко лук пожарить? Вот так вот. Да. Все, шеф, ты шо? Елки-палки, прямо именно 2 сюда. счетчика. Мараджан, Надо закрыть его. это я закрою, подожди, это еще кальян какой-то мальян красивый. Ника, нема фольги с собой? И зубочистки. Давай. И Сережа будет дышать. Нет. Накрыть, Марат сказал, надо. Ты. Так я и говорю, ты Чучуля, говоришь, ёлки-палки. зубочистки, там, фольги. Луком как надышишься. Ты что, Знаешь, какая ингаляция получилась? Конечно, Марат, знаю. Откуда? марокканская? Да, А, да. Ты что? Что ты мечешься? Да я не вижу, как тебя обойти, у меня же зрение. Ух ты. Все, Мараджан запечатал? Да. Ё-моё. А была бы здесь трубочка? И кальян можно было бы покурить. Луковый. Ну да. Как? По-мароккански. Правда же в Марокко любят кальян курить? А сказал таки. Как-то он грустно сказал. Еще как, да. Не знаю, как в Марокко, там никогда не был, но марокканские евреи любят. Хорошо. А что ты там не был? Это что, далеко от вас? Ну, это Северная Африка, недалеко, в принципе. Так поехали, елки-палки. В Вилково они уже съездили, теперь они уже в Марокко собрались. Может, еще Ёлки-палки. куда вам надо? Ешь, прикольно себе. А Маракеш это не Марокко? Это город Марокко, А, я думал, это одно и то же. Ну так это одно и то же, только... столица как-то по-другому. Лично Только- я в Австралию. Касабланка, по-моему, тоже Марокко. Вот эта известная песня? Та-да-да-да-да-да-да. Маракеш, Касаблайка. Маракеш. Боннем, по-моему. Нет, Тичин. У нас разные куплеты, ну его в баню, я понял. Та-да-дай-да-дай-да-дай-да-дай-дай. Тай-дай-да-дай-да-дай-дай-дай. Тай-да-дай-дай-дай-дай-дай. Дай-да-дай-дай-дай-дай-дай. Тудун-дудун-дудун, Касаблайка. Это я эту песню пою? Вот это я люблю, когда ты делаешь. Дай-да-дай-дай, without your side. Мне нравится. Дай-да-дай-дай-дай-дай-дай. У нас разные песни. У меня голоса нет, Катюня, извини. Сережка, капельку воды. Си- Буквально. А, Марат, он зачем просто- здесь столько сока? Слышите? Успокойтесь. Он просто после субботы мне пел долго-долго и нудно пел, понимаете? Всё, А, понял. И поэтому у него голос сел. Марат, здесь очень много соковой жижи.
Куда тебе еще сюда вода? Ну так медленно, да. Ну, так это ж с любовью, это- Еще лучше. Это же вообще просто шедевр какой-то. Имбирь, чили, зира. Здравствуйте. Ой. Ты что, на вес золота, Драгоценные. елки-палки, это ж, Как пахнет это? это ж острое. Шафран тоже туда пойдет? Чуть позже. Куркума? Зира? Я открываю, и мы начинаем. Открывай. О, ты что, смотри. Катюня? А! Марат, прямо жаль, что я тебе говорю, слушай. Ну, печка отличная, да? Шикардос. Тажин тоже отличный, но для духовки. Ой, пахнет, как Вот слова я не вам передать. говорила перцы фаршированные готовить. А вы курочку по-мароккански, курочку Мы по-мароккански. давно хотели по-мароккански. Всё. Твой перец никуда не денется, не переживай. Так, Маратик. Продолжение? Целиком? Нет, вот этот. Я уже думал, как в плов. Так, дальше Острый чили перец. чили острый. Вот так вот, много не надо. Так, имбирь Сухой имбирь. сухой. Можно свежий, но сухой мне нравится больше. В этом А он такой, Катенька. Он другой. Здрасте, проходите, не стесняйтесь, понюхай, ты шо? Сразу аж суши Ничего захотелось. себе, Марат. Да? Куркумы и ложечку чайную. Сейчас, подожди. Зиры тоже. ложечку Ее надо тереть или лучше не надо? чайную. Можешь потереть немножко. Это же высокогорное узбекское с Израиля Марат привез. Да. Миланя говорит, потереть, Сереж. Тоже? Ребят, вот все, что мы сейчас делаем, это обязательно. Без этого это блюдо не получится. Куркумы не переборщите, может Все, я знаю, Но что, обязательно. что это такое. Так, иерусалимскую мы не будем, потому что мы ее курочку мариновали, правильно? Что еще? Мешаю? Мешай. Так, перчик, зелень, все, чтобы ничего не забыть. Главное ничего не забыть и ничего не профукать. О, Красота. Сейчас свет пойдет, ты что? ароматы пойдут. Аромат уже как в Марокко, Марат. Я там не был, но точно знаю, что это именно так там пахнет. С утра просыпаешься, верблюды, Какие верблюды? мотоциклы. А что, там нету верблюдов? Конечно, есть Африка. Катя, успокойся, я лучше тебя географию знаю. Восток, Африка. Ассоциации, знаешь, что это такое? Или тебе Вот так не ты дано? показал. Да. Да. Тебе видней. Не достаешь, ну, Эй, заметь, я еще пока не подбрасывал. и все отлично. Вот пока на луке все нормально. Скажи, как долго там специя должна жить? 10 минут. Ладно, мям-мям. Ты маленький Брюс Ли. Тыщ. Тыщ. Тыщ, 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 тыщ. Тыщ, тыщ. Все. Бросаю карасей. В озвучку пойду. Тыщ, 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 тыщ. Я вчера смотрел новый фильм с Джеки Чаном. Со Светкой вместе. Новый фильм с Джеки Чаном? Да. Я думал, у него все старые, не? Есть Такой новые? Классный. Катюня, ты посмотри на этот марокканский шикардос. Ай, Марат Мараджан. Слышишь, это получится тавадури только с курицей. И немножко рыжая. Без кислых помидор. Специи абсолютно другие. Так, хорошо. Короче, ребята, там будут маслины. Там будет шафран, но чуть-чуть попозже. Марат модные маслины купил, слышишь? Ты что? Он на привозе все дороги знает. Что надо, да? Так, вот так вот. Какой приятный звук, да? У кого? У ножа? Вот мне повезло с тобой, Японский. Сережка. Чего ты? Вкусно ты так вот это выготавливаешь. Что ты... Что ты, к чему ты меня готовишь, елки ты палки? А почему ты сразу так вот ухмыльнулся, скажи мне? Я просто знаю, Что? что что-то тут не то, елки-моталки. Марат. Что-то она меня там
фирибамбы поет, или как это? Серенады. Рамбы. Только что Дифирамбы, его вот. похвалила, а он сразу же, аж я прямо растерялась, все. Да, Мелания. Не, что-то задумала. А что я могу задумать? Так я не знаю, как я говорю, вскрытие покажет елки-моталки. Так, Катюня. Бабах, трахбах. Слышь, она уже настолько маринованная. Что и готовить можно не готовить. Да. Сделай красиво. Марат, я сделаю очень красиво. Вот я только что ему за это и сказала, Марат. Что он такой молодец у меня. Слава богу, что мне готовить не надо дома. Сегодня Согласна. макарончиков мне нажарил, сарделек наварил. По липованскому рецепту. Так вкусно было, правда? Угу. Завтрак у нас такой был. Сначала пересушил, думаю, вот будет ругаться. Не, грызла и слова не сказала, слышишь? Все шикардос. Так. Корицу, Марат. Палочку корицы, да. Ага, ломать не надо. Корица? Перчик я могу уже. Перчик. Вот так вот. Перчик вообще надо порезать, но для тебя мы положим его целиком. Да, если мы порежем, тогда она мне вспомнит и макароны уточные, и что-то там И вчера. Пучок петрушки. Я, дай палочку корицы, Да. аккуратненько поломаю. И вот так вот по бокам ее аккуратненько сюда спрячу. Сверху пучок петрушечки. Ага, Марат, красиво. без резиночки. Прям вот так. Вот так вот. Прям вот так, да. Он потом уйдет. У нас зелень еще мы нарежем потом. Все. Всё, накрывай. Еще Могу я капельку водички добавить? Чуть-чуть. Ну, можно. А Буквально шафран немножко. и маслины? Сейчас курочка пустит. Марат. водичку, Хорошо, капельку, да. Я буквально немножечко вот так вот. Все. А маслины и шафран? Все будет, но не сразу. О! Прямо как это. Скатерть самобранка. Мараджан. Ровно полчаса. Давай поглядим. Еще раз говорю, может, сделаем 2 дырочки. Ну пусть как Агицын паровоз. Ну, это Давай ж- посмотрим. Давай. Ребята, открывайте шире ноздри, ловите по аромату. Ты шо? О-хо-хо! Блин, надо было в пакет поймать. Ты понимаешь, как оно Они пахнет? какие-то толстые стали. Ну так Красота. набухли. Мы же их не жарим. Всё, бери А сок. какие мягкие. Марат, Все, бери пинцетик. а жижа какая интересная. А у меня такие есть. Какой, немецкий? А корица как пошел аромат? Да всего. Доставай. Травку. Кудой. Вон у тебя есть. Хорошо, ты там зелень что? Кинза, Это петрушка. это еще в конце. Ну ты хоть людям рассказывай, что ты не жадничай. Оливки давай, шифран доставай. А я пока зелень соберу. Когда я был, как мальчик. И перчик тоже доставай. Тебя сюда поставили, что делать? Говорить, как надо. А, ну я извини, я не понял. Что, Марат, Оливочку попробовал. вкусная? Я тоже Перчиком не попробую. хочешь закусить? Перчиком закушу обязательно. Катюня, А, тут уже оголяются гумилки, ты их бачишь? Смотри, что, ты тоже попробовала? Марат, очень вкусные. Хватит мычать, чмякать и сосать. Ёшкин кот, давай, ребята, готовить тихо и хорошо. Я уберу у тебя микрофон ради всего человечества. Сейчас люди, ну некоторые даже могут быть аккуратненько плюют в экран. Говорят, оператору гомонитесь, елки-палки. Я не хочу от этого, что ты мне Я делаешь. хочу за тобой поухаживать. Ты грубо мне так отказал. Когда я болеть, ничего ты будешь ухаживать. Сейчас, Да, шафран. сейчас я сам себя обхаживаю, все будет нормально. Ты же слепой. Ну, не вижу ничего пока. Марат, Немножко, не замачивая, ребят. Вот так дай свою делают- ладошку еврейскую. так Потому что если я сейчас свою гребану, то так надо будет еще раз. делают именно марокканцы в это блюдо, они не замачивают Я шафран, тебе не дам много, а все. кладут его вот так целиком. Чуть-чуть, все, у нас мало Всю, курочки. какой он ароматный. Так это вы знаешь, сколько можно? Еще потом выловим, еще и чай заварим. И с чем чтоб- марокканцы тихо, чтоб едят вечер эту не был. курочку? Что? С чем марокканцы едят эту С курочку? марокканским самогоном. Сейчас ты увидишь. А, Сережка, нас делай красиво. Ты хочешь, чтобы я прямо этот кисель залил? Не, без киселя, пинцетиком, лимончик. Послушай. Это все хорошо, только зачем такие сложности? А, ты хочешь, чтобы это было все филигранно? Ладно, извини. Просто у меня же есть друшляк. И я бы это сейчас все дело
Слушай, а кисель этот что с ним делать? Катя, А Солено-сладкий. вот если мы не весь лимончик поставим, вот ты с этим киселем перельешь в баночку и поставишь в холодильник, и потом будете кушать. Но смотрите, чтобы он там не Сейчас разошелся. Катя Кто? попробует. Я? Ну да, немного ли лимонов? Не-не-не, пусть дает. Я весь лимон этот А вы добавлю. все Нет, весь не маслины надо. высыпите? Нет. Хорошо. Она уже интересуется, чтобы у него понял осталось. Там И мы, для лимон теб- тебе останется. мы для тебя и для мамы готовим. Кисель Ёшкин тебе ты кот, ты останется. что? Этот лимон кушают вместе со шкуркой, поэтому я его так тщательно помыл. Сергей, достаточно. Он у меня прилипает. Щеточкой хватит, Сереж. Марат, скажите им. Хотя бы еще вот этот один добавлю. Вот туда, в тот От край. себя. Ё-моё. Что, маслинки не сыпятся? Слиплись родненькие твои маслинки, да? Не, всё Дай пощекочу, все будет нормально. А у нас так в ресторане картошка по-гречески. Дайте в сковырну, тебе надо... Все, не тебе надо много. Хорошо. Не надо много. Ну и мало тоже не надо. Тут и лимон соленый, и маслинки соленые. О, теперь я узнаю марокканскую кухню. Все, Вот это да. Вот Еще это 30 да. Еще 10. 10 минут. 10 minutes o'clock. Марат, зелень туда вернуть не надо? Нет, И перец этот, зелень уже пойдет свежая. а, Перчик можно. перец я верну. Чтоб оператор не думала, что вот так вот. Кать, ну что это некрасиво? Ну сделай картинку сверху. Ну залезь ты на ту ветку и присними красиво. Елки-палки. А? Как будто бы ты с дрона. А? Давай, я тобой управлять буду. Майна, Вира, оператор. Вот это мне последняя фраза уже не очень понравилась. Чё ты? Да вот Не так. кочегары, мы не плотники. Да потому что крановщики. Ты видишь, как он ножом работает? Или нож им? Это японец. Так, я люблю миленько. Да. Прекрасно. Ты засмотрелся? Пытаюсь рассмотреть, что он делает. Порезал кинзу, да? Кинза и петрушка. Укроп в Марокко, как мне рассказывали, не любят. Или не знаю, не любят. Мы когда очки мне пошьем? Не понял, это что-то новенькое. У Ульяны украл. Да нет, на дереве снял. Ты что, не видишь, у меня тут А, у тебя уже коллекция. Элтон Джон у меня тут висит потихонечку. Да не, все не те, Кать. Сейчас снимаем и едем в оптику. Я не против, Сереж. Только чтобы тебе хорошо было. Везде. И в глазах тоже. Выключи этот свой самогонный аппарат. этот. Какой аппарат? Самогонный. Кто гонит? О, Миланя там просится на руки. Что, вы когда домой едете? Еще побудете? Слава Богу. Потому что, как это, в Одессе так не можешь, что приехал и уехал. Надо побыть немножечко, походить, послушать. О, а на барахолке вы не были? Ёшкин ты кот. Шо ж вы Придется вчера не остаться пошли? до выходных. Я знаю, хороший гид есть, недорого. В субботу так проведет, что лучше денег с собой не брать. Не, ну на привоз можно в любое время. Главное не в понедельник, первый понедельник месяца, потому что это выходной и отдыхает. А вот суббота-воскресенье, барахолка, это шедевр. Это музей, так аналогов нет. Я не знаю, что у вас там в Киеве, но у нас по-любому лучше. Ага. Ты вещаешь? Ну, такого плана, да. А у нас тут прямо именно с размахом. Люди просто туда идут. Да даже если не... Вот я хожу, ничего мне не надо. Вот по-любому что-то беру, да. Я иду послушать, помечтать, побалдеть, порассматривать. Не пихай уже уголь, Красота. у нас уже все закончилось. Да ты шо? Ё-моё. Кстати, угля сегодня еле-еле пошло. Пока ты вещал, там Марат куч- стоял лимоны втихаря кушал. Можешь попробовать. А что, Холодный. я что, должен за ним следить или что? Ты так сказала. Просто интересно мнение его про лимоны. Чего это вдруг это? Так, а я здесь при чем? Спроси у человека. Что ты думаешь по поводу этих ваших лимонов? Отличные лимоны. Это, конечно, Ребята, намаринованы. отличные лимоны. Что вы что, Отделанные на... вы что, сомневались? Соленые. Просто соленые лимоны. Дубль третий, кадр первый. Соленые лимоны. Каждому в рот. По лимончику. Ой, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду.
Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете у Сони на балкончике. Эх. Дай яйцо пососать. У вас тут ожил. Шо-шо? Ожил казанчик, видишь? Слышишь, там еще столько жара осталось, что еще можем и турочку сварить. Но турочку я с собой не брал. Так что, ребята, сразу открыть или убрать его, а потом открыть. Что делать? Давай сразу открою. Ёлки ты палки. Оператор, лови по аромату. Ох, Марат, Марат. Такая пряная. Ну, цвет просто, как это, неожиданной радости, я бы сказал. Ну, куркума. Шикардос. Лимонный Куркума, такой. во-первых, цвет дал еще шафран. Тут все дало цвет. Вам нравится, Марат? Это самый любимый цвет для курочки. Эй, брат, все хорошо, лепешка где? Где? В Марокко надо говорить, елки-палки. Давай туда-сюда. Ждем лепешку. Не, удивительно, на самом деле. Слайк, огромное благодарю. Извини, тупанул, елки-палки, потому что на самом деле эта посуда. Даже здесь можно было готовить. Если бы мы сразу все это нарядили, собрали. Но Марату надо было важно эту курочку предварительно лучок обжарить. Так что такие. Другим разом, Славичек. Ой, вот это масло Мы возьмем. забыли налить, и теперь вот это вот выкаблучиваетесь. И языками своими трепали. Заговорились. Ты пока... Пока ты там бегал в Марокко за лепешкой, мы с оператором договорились, что следующее блюдо – фаршированный перец. Я сегодня Славику позвоню, извинюсь, скажу, что... Давай новый тажин. Я тот запорол. Ну что новый, пусть старый даст, елки-палки, да все будет нормально. И мы сделаем уже эти перцы, накроем крышкой и приготовим точно так же. Но в духовке. Да. Или же все вот такое вот, только в гриле, в духовочке, где угодно. Эх ты, началось. Слышь, и киевляне еще как раз не уехали. Сейчас все попробуем, Марат, марокканскую страву. Так, японец сюда. Ну давай, давай, еще что-нибудь разбей. Мало Это ты сегодня? подумала сейчас, наверное, по-любому. Я о тебе никогда ничего плохого не думаю. Целую руку опять сюда. Самый лучший, Сережка. Фу, напугала, ё-моё. Не, а я стою и думаю сейчас, понял, сейчас там я там туда-сюда, сейчас я их поугощаю, а она мне скажет, о маме. Вот я только подумал о маме, как сразу обжегся, короче. Понимаешь? Чтоб не забывал. Это Да. тебе свыше подсказали, Сереж. А? Это свыше тебе подсказали. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, я не был в Марокко, но это по-любому Я тоже не был, но... мне марокканские знакомые блюда я очень ароматы. Просто это вот на Шри-Ланке вот так же пахнет кухня. Даже не знаю, что мне больше хочется попробовать. Все надо, это надо в совокупности. Да? Да. И маслинку, и лимончик, и курочку, и Да, перчик. Да. У меня даже под это дело есть правильная специальная поварешечка. Так, ну ладно. Марат, так, ты как главный, тебе и перец. Обязательно. Да. И там, если ты надыбаешь чесночок целенький, о, Я тебе все буду тебе, очень я рад. все тебе найду. Блин, шкура просто ползет и плывет. Обалдеть! Вот это шикардос. Так, лимончики. Вот это бацматые ноги, не знаю кому. Маме, конечно же, кому. Да, I'm sorry, Марат. Чеснок маме нашел. Постараюсь и тебе найти. Соленые сладкие лимончики. Ну, лимончика побольше можно. Я помню. Слышишь? Он такой приятный на ощущение пинцетом. Он Такая, кушается вместе со шкуркой, ребята. ага, такая мягкая Он вещь. же вам все решил Оставь выложить. другим. Да подожди ты, я хочу ж тебе еще вот чеснок найти. Рідненький вон, смотри. Марат хотел целую посмотри. чесночину. Все нормально, мне отлично. Катя, ты, Не жадничай, ты провокаторша, не жадничай. елки-палки. Что ты тут, блин, делаешь? Человек не успел еще спасибо сказать, как ты уже начинаешь. Я просто знаю, что тебе чеснока, вот именно чеснока для Марата жалко. Хватит. У тебя чистая рука? Да. Подержи ее рот. Подержи ее за рот, пожалуйста, чтобы она помолчала. А я думала, он скажет, а ну ляпни ей. Нет, это я сам. Ах, ребята, что все так ругались, правильно? Но не хуже.
Это для остроты впечатлений. Да. Катенька, смотри. Ворона Иди сюда. прилетела. Говорит, дай кусочек курочки. Как Серега говорит, одноклассница твоя. Да. Не, я хотел ей красивое показать, но, Давай. но вороны у Куда нас, мне, вправо, но влево? вороны у нас красивее, ты понимаешь? Безусловно. Да я сказала Марату дать чесночок. всё. Да свой. пусть Марат возьмет эту тарелку, что ты как это, елки ты Ты палки. ж там ему перец положил. Ой, спасибо. Так я перец переставлю. Вот переставь. Миланя говорит, что ей тоже чесночок. Слушай, даже оливочки стали зелененькие такие, да? Ты долго там играться еще будешь? Тебе дать попробовать? Нет, мне просто Ты интересно. знаешь, как это приятно? Играться? А вот теперь иди сюда. Так, это я ляпнул, но ничего. Берем поваренку. Где? Смотри, И поливаем какое жижей. оно стало киселеобразное. Отойди. Ты бач, какая тягучая. Марат аж молчит. Как ему нравится. Я наслаждаюсь. Наслаждайся, наслаждайся. Сам приготовил, сам и наслаждается. Вообще удивительный вот этот запах корицы, да? Аромат. Это вообще сочетание вот этих вот ярких моментов. Но в Турции я не помню корицу, ты знаешь? Вот, в мясе. В чем здесь Турция? Ты сказал, как в Турции? Я сказал, как на Шри-Ланке. А тебе подумала, что в Турции. Да я уже и забыла, когда мы там были на той Шри-Ланке. Давно было. Может, и не с нами это было. Во времена Может, нашего и знакомства. приснилось. Да, я с ней там познакомился. Иду я как-то по Шри-Ланке, понял? Смотрю, обезьяны по пальмам гасятся, понял? Сереж, Смотрю. Все, хватит. Знакомая. Ну, а дальше уже все. То не для видео. Ты прямо есть начала, я говорю, Марат попробовать. не сдержался просто, Сережка. Даже забыл зелень посыпать. Я ему говорю, попробуй, а он начал сразу есть. Я попробовал. Попробовать это когда палец лизнул. А ты сразу начал лепешку. Нет, это мы, ребята, сейчас чего так начали это все дело делать? Перед тем, как угостить, решили сами проверить. Потому что это блюдо мы вообще не пробовали, вот сколько готовили. Ни разу не макнули. Ну, все отлично получилось. Красивенько. Идем. Вот эту вот самую красоту прямо дяде Диме сейчас в Киев отнесем. А ну, рідненький, Ой, дякую. как это? Отведай. Приятного аппетита. А мы пошли сейчас на весь мир попробуем. Да, Мараджан? И шо? Ха-ха-ха. Перец доедай, давай. Тримай. Лепешка. Что ты говоришь, макать надо, да? Ой, аж как А вкусно. чеснок Вот с какой. лимончиком, если у тебя получится, Да наколоть. Я не понимаю, что она ржет. Ты подожди, успокойтесь кто-нибудь по очереди. Давай на камеру, кто будет. Ты пробовать или наржать? Что? Что ты Ты сказала? чеснок кушать будешь, Сережа. Первый. Да. Чесночок печеный. Что еще? Отвал башки? Так, сейчас я себе достану. Ё-мо, смотри, Нет, смотри, наверное, мне смотри, ты приготовила. смотри. Давай, спасибо. Следующий с хорошим настроением я твой рот чесноком аж вылетало что-то. Что? Такой сладенький, Марат. А, Ты ж кисло-сладкий. у меня изо рта забрала, я хотел сказать, что это самое вкусное, вот когда пловчик готовишь, это вот этот вот Ты мне просто чесночок. никогда его не давал, а теперь я поняла, почему Марат у тебя чеснок Ты просил, все а время ты не дал. шарахалась. Феденька, ты уже кушал? Ты любишь чеснок? Ну, я там папе далась, что можешь пойти попробовать. А нет, а хочешь у меня? Так я уже, давайте, я уже тогда сейчас Лепешку отнесу. весь мир чесноком накормлю. Тихо, 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 тихо. Но он горяченький. Сейчас дядя Липован попробует и потом тебе даст. Марат. Все, Марат. За чеснок я ничего говорить не буду. Попробуй курочку. Да, пусть за него скажет курица. Маслинка. А лимончик обязательно с курочкой наколи. Ты что? Ты посмотри, какая она сочная. Что там? Ты брызгаешь. По-мароккански шикардос? Ура. Так, и с лимончиком. Марат говорит, что она должна быть еще острее, но так как у нас сегодня недавно беременный оператор, мы готовим
диетическая получается. Слегка пикантная, да. Катюня, Кушай, Любчик. сунется тебе? Мне это всунется. Так давай я хочу тебе и дать попробовать. Давай, Давай. Кому я сегодня только не давал, давай. давай. И тебе тоже. Ну точно такую курицу ты никогда в жизни не пробовал. Да? Очень необычно. И очень вкусно. Я спокоен, могу есть. Ты тоже можешь есть, если что. Да ты что? Да. Да я и не переживал, Спасибо, елки-палки. Сереж. За что? Попробуй да мне. А, я думал, за сильный задочек. Так, с лимончиком. Ладно. Короче, знаешь, что лишнее в этом блюде? Вилка. Это точно. Лепешечки. Горячая, осторожно. А ему все равно. Там кто-то в комментариях все время пишет: все, не показывайте, как ест Липован кривыми зубами. Этими? А у тебя еще где-то другие имеются. Отвернись, пожалуйста. Марат, что вы молчите? А я кушаю. Так это он пишет, наверное, У него просто ровные. с другого аккаунта. Нет, там пишет, это, наверное, Катька пишет. Да? Да. Я не пишу, я всех люблю. Я тоже. Даже с такими кривыми зубами, извините. Мурка. Вот я сейчас остановился. Хотел сказать, что блюдо не очень острое. На самом деле, да, именно такое в глубине присутствует хорошо. Это остриночка. Так что, друзья, от всей души, с хорошим настроением. Сегодня для вас готовил Марат марокканское блюдо. На тажине Славика, которого я знаю. Все, всем пока-пока. Мы уехали к Славику за следующим тажином. Чао. Чао.